Друзья, привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно автоматизировать крафты в ботане через систему. В ботане, как мы с вами знаем, да, достаточно много видов различных крафтов, да, как, например, в Таукрафте. То есть какие-то предметы мы можем, естественно, крафтить на верстаке, да, вот, но для некоторых крафтов нам требуется специальное приспособление. Например, это может быть у нас лепестковый аптекарь, это у нас алтарь для крафта террасталя, это у нас какие-то крафты киданием в ману, да, например, бассейн с маны каких-то предметов. Может быть еще катализатор, да, у нас стоять под этим бассейном, например, там алхимический или колдовской. Это у нас рунический алтарь. А также еще у нас есть там портал в Эльфхейм, да, где мы некоторый набор ресурсов можем тоже получать. И все это на самом деле можно автоматизировать с помощью системы. Вот. Ну, за исключением, я вот здесь все продемонстрирую, за исключением только вот крафтов в портале Эльфхейм, поскольку мне кажется неэффективно просто сам портал в Эльфхейм держать в открытом виде постоянно. То есть, мне кажется, лучше заготовить сразу там несколько стаков нужных вам ресурсов. Тем более там, в принципе, их немного, да, там всего, если не ошибаюсь, что-то порядка 6 ресурсов у нас в портале Эльфхейм делаются. Поэтому я его здесь и не рассматривал. Хотя тоже, конечно, можно там автоматизировать. Примерно логика такая же будет там через сток, как я, например, покажу для там крафтов например, террастале, там крафтов через бассейн маны и так далее. Итак, приступим. Значит, первый автокрафт — это у нас лепестковый аптекарь. Я уже в, по-моему, самом первом видео по ботане показывал, как автоматизировать с помощью стока подачу воды в такой вот лепестковый аптекарь. То есть вам потребуется просто компаратор, вот такая система с красным факелом. Вот подводим к стоку. И когда у нас крафт происходит, да, допустим, цветка, вода исчезает, сигнал красного камня от лепесткового аптекаря поступает в компаратор, передается в сток, и сток выплевывает ведро. И, собственно, нам обязательно, конечно, если мы рассматриваем именно полную автоматизацию, нужно автоматически подавать сюда ведра. Вот. Там тоже различная механика может быть. Ну, я, например, в своей сборке не вижу проблем там это все сделать подачей через шину экспорта, да. И там можно еще через жидкий этот самый автозаполнитель сделать автокрафт ведер с водой, например. Вот. Либо можете сразу там несколько, не знаю, 1000 этих ведер скрафтить, например, если у вас большой запас ресурсов, и все, как бы считайте, вам гарантировано там большое количество этой воды в стоке. Окей, с этим разобрались, а дальше, соответственно, нужно, естественно, предметы сюда для крафта передавать. Ну, здесь обычную логику автокрафтов соответственно, в этом в моей системе я использую. То есть записываю, какие элементы для крафта нам потребуются. Допустим, дневной цветок у нас требует вот такие два лепестка, такого еще цвета, оранжевый, вот. И не забываем о том, что у нас катализатором является семена пшеницы, поэтому обязательно указываем их в крафте. Записываем шаблон, да, и кладем его сюда в мой интерфейс. Так, здесь есть один нюанс. Я всегда переключаю здесь вот в такой вот режим. То есть есть вот стандартный, если мы просто поставим мой интерфейс, вот такой вот блокирующий. Он игнорирует содержимое инвентаря. То есть он будет пихать ресурсы. То есть если вы закажете сразу 10 цветков, он будет пихать, пока ресурсы поступают. Если мы ставим такой, то он будет делать некую задержку. То есть пока здесь все не вывалится для одного крафта, он следующий крафт не начнет подавать ресурсы. Это нужно для того, чтобы у нас просто не происходило забивание, ну как бы переполнение, так скажем, того же лепесткового аптекаря, допустим, всеми лепестками, которые нужны там для 10 цветков, а не для одного. Поэтому здесь вот обязательно переключаем, соответственно, вот такой вот режим. Не проталкивать предметы создания, если инвентарь содержит предметы. Вот. Далее я передаю предметы в открытый ящик. Вот. Я использую не сток, а именно открытый ящик по двум причинам. Во-первых, как в прошлом видео я уже упоминал, вот такой вот открытый ящик, он, если мы ему подаем сигнал красного камня, то вороток, если здесь бы стоял вороток, но это немножко другую логику использую. Я потом переключусь на другую базу, покажу, где я использовал вороток, чтобы потом готовые ресурсы собирать. Соответственно, вороток не забирает ресурсы, вот, если они выпадают из открытого ящика, к которому подключен сигнал красного камня. Вот так вот. Поэтому через вороток это очень удобно будет автоматизировать. Вот. Здесь вот как раз для рунической матрицы я вот уже все это настроил. Потом попозже расскажу.
И плюс к тому, из открытого ящика предметы падают немного аккуратнее, чем из стока. То есть через сток бывает как-то вот он разбрасывает там вокруг, а тут прям вот так аккуратно, красиво все падает. Так, ну давайте попробуем продемонстрирую. Сейчас вот создам один и посмотрим, как это все сработает. Так, вот он на ресурсе раз. Так, еще плюет. Все. И ведерко, соответственно, пустое с результатом крафта у меня забирается через вакуумный сундук. Но на самом деле я немножко потом систему переделал. Я там использую потом в целевой системе вороток. Я потом покажу, как у меня на базе в готовом виде уже все собрано. Вот. Но можно, конечно, и вакуумный сундук. Только не забываем, что там надо указать, какие ресурсы мы в итоге получаем. Иначе он будет просто, может быстрее лепестки собирать, чем они будут падать на лепестковый аптекарь. Все, вот такой вот способ, соответственно, автокрафта. Самый открытый ящик, ну то есть открытому ящику не требуются какие-то импульсы, в отличие от стока, да, он сам просто их выплевывает. Так, теперь давайте, наверное, террасталь посмотрим. Так, тут у меня бассейны с маной, все заполнено, отлично. Не забываем, да, что нам бассейны с маной нужны. Про террасталь, про крафт я уже рассказывал подробнее там в другом видео. Здесь мы просто рассмотрим автоматизацию. Так, здесь уже логика немножко другая. Смотрите, то же самое. Используем интерфейс, ставлю такой же вот режим задержки, да. Передаю сюда нужные элементы для крафта террасталя. Так, в случае террасталя, так, ну давайте посмотрим, наверное, здесь все-таки не получится так показать сейчас. Я хотел просто крафт показать. А, он так не покажет, да, это только в лексике ботании, да. Сейчас тогда возьму ее. Просто хочу показать. Все-таки где у нас террасталь. Так. Вот, ну да, у нас жемчуг маны, слиток моностали, моноалмаз, но еще, соответственно, естественно, ману не забываем, да? Так, я собрал, в общем, такую схему. Значит, я вот эти элементы передаю сюда в сток. И уже из стока по сигналу вот этого таймера, да, Hovering Hourglass, песочных часов, у меня предметы поступают в открытый ящик. То есть я создаю искусственно, специально некую задержку. Так, и здесь, если не ошибаюсь, сейчас я песок уберу, чтобы нет, сколько у меня задержка стоит, сейчас 5 секунд. 5 секунд задержку я выставил. Вот, ну, здесь все зависит от того, сколько у вас маны подается. Чем быстрее, чем больше у вас маны, тем быстрее будут происходить у вас крафты. И тем, соответственно, задержку вот эту можно меньше ставить. Вот. Но все равно обязательно нужна некая задержка. Иначе просто у вас не будет успевать происходить крафт, будут накидываться уже следующие ресурсы для крафта. И, соответственно, весь крафт будет сбиваться. Вот. Так, ну давайте теперь продемонстрирую, как эта система вся работает. Так, записал шаблон там, да, запускаю крафт. Так, и сейчас у меня, видите, с этой задержкой 5 секунд будут эти предметы падать. Вот сейчас у меня, так, слиток упал, мана-алмаз. И сейчас последний элемент. Так, и вот как раз крафт пошел. Вот. Примерно 5 секунд прошло, все, и как раз у меня следующие ресурсы для крафта уже могут падать. Но особенно это можно продемонстрировать, вот если взять, например, 2 крафта. Вот вы убедитесь, да, что у меня здесь ничего не забивается. Потому что если бы не было задержки, у меня бы, ну как бы с одним крафтом нет проблем вообще. Но если вы начнете еще, там пойдет второй крафт, то все там смешается и будет проблем. Так, раз. Вот скрафтилось. Все, и следующий, видите, как раз успел, да, то есть крафт завершится, и уже следующий упал. Иначе бы все смешалось. Но если там, опять же, побольше маны, например, поставить бассейнов, там можно поиграться и, в принципе, задержку чуть поменьше сделать. Я потом посмотрю, сколько в целевой я там настроил. Вот. Ну или использовать можно тоже, если вам прям быстро надо, то можете использовать тот автокрафт, который я показывал там в прошлом видео, когда говорил про террасталь. Там тоже есть со стоками просто выставленными по кругу, да, там быстрее просто крафтится. Так, окей, с террасталью разобрались. Идем дальше. Что у нас тут? Собственно, крафты через бассейн с маной. Это может быть и обычный крафт, да, когда мы делаем в бассейне с маной, например, моноалмаз, слиток моностали и так далее. А может быть еще там под бассейном, соответственно, какой-нибудь катализатор. То есть это уже крафты в через катализаторы. Как я в прошлом видео, например, показывал автокрафт, например, красной пыли, да, когда он там удваивался через колдовской катализатор. Вот. Но принцип здесь один. Мы просто подаем, соответственно, через main интерфейс. Опять же, здесь не забываем переключиться в такой вот режим, да, чтобы он не толкал слишком много предметов. Здесь все делал постепенно.
в открытый ящик просто передаем, и он будет плеваться спокойно. То здесь самый простой вид крафта, автокрафта. Давайте это продемонстрирую. Так, что у меня тут есть там? Хватит у меня на 10 штучек, например. Чем делать? Очень быстро вообще. И все это забирается у меня здесь вакуумным сундуком, насколько я помню. Или, здесь у меня вороток уже работает. Да, он сюда дотягивается, поэтому здесь уже работает вороток. Вот. Все очень быстро крафтится, вообще классно, быстро. Просто через открытый ящик. Вот, мы интерфейс передаем в открытый ящик и в бассейн с маной. Все быстро произвелось. Так, ну и последний, значит, автокрафт. Самый сложный, на мой взгляд, это вот через руническую матрицу. Через рунический, прошу прощения, алтарь. Я сперва думал, что вообще автоматизировать невозможно. Ну, как бы с базовыми рунами особо нет проблем, да. То есть у нас вот руны, какие есть там. Давайте еще раз вспомним про них. Руны. Значит, у нас их 16 штук. Есть самые базовые, это вот воды, огня, земли и воздуха, то есть стихии. Они крафтятся достаточно просто. Они не содержат каких-то других рун, поэтому они базовые элементы, и их крафтить вообще не сложно. То есть логика примерно могла бы быть такая же, как, например, здесь вот, да, там мы кидаем просто бассейн с маной, а здесь мы просто выкидывали в алтарь. Но, например, если мы используем уже какие-то другие руны, да, для крафта, ну, мы крафтим, например, руну весны, то у нее уже, видите, в элементах крафта содержатся другие руны. И что интересно, после завершения крафта эти руны, они не используются, они выбрасываются, их нужно подбирать. Короче, там достаточно геморная система. Но в итоге все получилось сделать следующим образом. Значит, во-первых, я для того, чтобы забирать предметы, использую вороток. Ему указываю на сундуке, соответственно, что жизнекамень ты забирать не должен, да, потому что иначе он будет его забирать. Несмотря даже на то, что здесь у меня открытый ящик стоит, я ему даю сигнал красного камня специально, чтобы вороток не забирал. Но, видимо, вороток через какое-то время все равно забывает вот эту функцию, и если жизнекамень здесь долго лежит, а, к сожалению, предметы поступают хаотично, то вороток может забирать раньше времени, и у нас автокрафт сломается. Поэтому я ему указываю, что жизнекамень, пожалуйста, не трогай. Вот. И у меня он обязательно переключен в режим, вот видно, да, собирать только предметы без рамок. Ну, то есть, более корректный перевод, собирать предметы, не указанные в рамке. То есть, все, кроме вот этого. Он забирает. Вот. И что еще важный момент? Значит, здесь задержка уже у меня побольше, по-моему, была. Да? 10 секунд я делал задержку. Зачем это нужно? Но опять же, чтобы успел завершиться крафт. Если крафт не успеет завершиться, у нас опять все эти руны, все это поперемешается. Вот, поэтому обязательно задержку делаем побольше. Ну, исходя из того, как долго у нас происходит крафт. Там я тоже разобрался, что здесь все зависит от того, сколько вы распространители будете, соответственно, направлять на алтарь. Чем больше, тем быстрее крафт, тем можно меньше делать задержку. Поэтому руны будут крафтиться быстрее. Все, вот здесь, вот, например, у меня лежит сейчас автокрафт руны весны. Так, да, и, конечно же, важный элемент. То есть, смотрите, когда у нас мы выкладываем, например, давайте сейчас руна весны, посмотрим крафт. Тут еще есть пару важных моментов. Так, во-первых, мы, значит, на алтарь вот эти все ресурсы подаем. Это первый момент. Потом мы кидаем еще жизнекамень, как катализатор. Да, я поэтому, когда записывал шаблоны, вот, я обязательно указывал, да, еще жизнекамень мне подается. Вот видно, да, саженец дуба, бла-бла-бла. И вот у меня есть жизнекамень. То есть в крафтах обязательно катализатор не забываем указывать. Он обязательно тоже должен подаваться. Все это у меня выпадает, но это еще не все. То есть мы должны это еще маной запитать. А потом, ну и чтобы вообще инициировать крафт, мы еще должны подействовать на него посохом, правым кликом. Вот, и что же делать? А здесь нас может выручить либо, если у вас разрешен, как он называется, раздатчик, да, но, к сожалению, у меня на сервере он запрещен, поэтому мне пришлось искать альтернативный способ. И он нашелся, значит, с помощью голема из Стомкрафта. Вот, я, соответственно, просто даю, ну, сделал голему сердце использования и указал, что посохом, вот привязал его к этому, к какому-то сундуку, кажется, к этому, да. Сейчас колокольчик возьму, сейчас посмотрю, куда у меня там привязан. Я, кстати, показывал уже, как с этими големами управляться, когда говорил про руническую матрицу из Стоункрафта, про автокрафт. Там тоже у меня голем, соответственно, активировал матрицу. Здесь же та же самая логика, только я ему указываю. Вот, да, у меня здесь привязано, я ему положил туда посох. Ну уж это отдельный сундук сделать. Вот, я указал ему, соответственно, что вот на вот эту матрицу нужно действовать посохом. И все, как бы вот дал ему посох там в сундук. И он с помощью сердца использования на рунический алтарь воздействует. У меня получился такой вот автокрафт. Давайте попробуем запустить, посмотрим, наконец, что же получится. Ну-ка. Так. Все, у меня здесь достаточно большая задержка, поэтому крафт будет достаточно медленно идти.
но зато он автоматический. Так, вот раз пошел первый ресурс, да. Опять же, если хотим быстрее, да, просто делаем больше распространителей сюда направляем, да, больше распространителей. Тогда крафт будет происходить быстрее, можно задержку сделать меньше. То есть здесь у меня 10 секунд, вот. Так, еще ресурс выложился. Жизняками, видите, сейчас выпал, хотя он должен в конце. Ну вот, хаотично ресурс выпадает, и это проблема. Поэтому я решаю это с помощью воротка, и ему указываю, что жизняками не трогай, пожалуйста. И чтобы он другие ресурсы не пробовал, я обязательно красный сигнал подаю открытому ящику. Он тогда не трогает другие ресурсы, которые выпадают сразу из него. Так, ну что там? Что еще? Еще 2 саженца, да, надо? Ну, ждем. Так, еще саженец. И, наконец, последний. И должен начаться процесс уже. Голем у нас вот работает, тыкает по посохам. Так, ну что? Ладно, я не хочу просто здесь сейчас разбираться в этом баге, я лучше продемонстрирую, сейчас перейду, собственно, на свою базу, уже где я собирал это все в системе, то есть завод плюс, соответственно, такая система автокрафта. Итак, я нахожусь уже у себя на базе, где все в систему-то собрал, то есть здесь у меня, видите, работают, соответственно, гурмалисы, да, производят, у меня вот здесь потребляется, значит, стейки, передаются гурмалисам, гурмалисы производят у меня ману, тут у меня такой вот заводик, я могу им управлять, рычагом запускать и выключать, вот. И, соответственно, эту систему автокрафтов я собрал всю. Так, ну давайте попробуем запустить здесь у меня, соответственно, какую-нибудь руну произвести. Давайте даже 2, вот так вот. Так, раз. И сейчас должен начаться процесс. Все. Так, тут у меня задержка, соответственно, какая? Сейчас посмотрим. 3 секунды. То есть, посмотрите, там я 10 секунд, а здесь я настроил на 3. Потому что я... Так, сейчас посмотрим, давайте на автокрафт. Надеюсь, все сработает. Все, здесь все хорошо работает. Тут у меня все настроено. Вороток забирает лишнее. И пошел следующий крафт. Видите, ничего, все нормально работает. Причем достаточно быстро, да? Задержка у меня 3 секунды, поэтому крафт намного быстрее происходит. Все автоматом. Сейчас вот вторая руна произведется. Так, готово. Все, вот 2 руны у меня произвелось. Вороток все это забирает. Не забываем ему сказать, что камень, жизни камень не трогать. Все остальное он собирает. У меня все вот эти вот автокрафты. Так, и, соответственно, да, здесь я вот 3 секунды ставил. За счет чего? За счет того, что, видите, я передавал. Так, раз, два, три, четыре, 5. У меня здесь стоят 5 распространителей Гая. Еще поставил им линзы скорости, чтобы они на алтарь передавали. Ну и рассчитал я примерно, что 3 секунды как раз хватает, чтобы крафт успел произойти. Поэтому ничего там ужасного не происходит, если у нас следующий ресурс уже падает. Все, вот такая вот система получилась. Видите, относительно компактно даже получилось. У меня там всего в 2 чанках вот так вот поместилось. Прекрасно вообще. То есть здесь система автокрафта, здесь у меня завод маны. И все, я могу в огромном количестве всякие ресурсы производить. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.